В часах 5:57. И я вещаю с города Эйлат. Блоги про работу. Такие метаморфозы. Это зоны отелей. Мне надо выпить кофе. Начинаем. Начинаю свой блог вот с таких прекрасных гор. Доброе утро. Друзья, доброе утро. На часах 5:57. И я вещаю с города Эйлат. Нахожусь я сейчас на территории Альмога. Альмог переводится как коралл или просто квартиры, дома для тех людей, которые приезжают пожить либо поработать в Эйлат. Выглядит это все, знаете, такое как пансионат. В общем, буду вам рассказывать в этом блоге про работу, про виды, про город Эйлат. Здесь я уже нахожусь 2 месяца. Оставайтесь со мной, будет интересно. Будет, знаете, такой формат, как бы day with me. В общем, мне надо выпить кофе. Начинаем. Что, начинаем наш путь. Значит, выхожу я с территории Альмога. Примерно, смотрите, как это все выглядит. Это парковка платная. Там бассейн, жилые комплексы. Этот комплекс сети Исротель. Там просто квартиры, а этот комплекс, в котором живем мы. Вот. И так вот я держу свой путь. Сейчас нам откроется невероятный вид. Благо сегодня утром только 27. И я чувствую прохладный ветерочек. Смотрите, какие горы, да? Вообще. Ну, просто красота. Вот с таким вот видом каждый день я встречаю свой автобус. Вот, кстати, у меня уже есть производственная травма. Обожглась. И в отеле я работаю помощником повара. Наверное, это можно перевести так. Я и помощник повара. Вот. Ну, работа на самом деле несложная. Обожаю ветер. В Эйлате. Утренний. Вот. Работа несложная. Работа 8-9 часов, иногда 7. Зависит. Вот. Подробности все буду показывать в продолжении. Где-то там сидит Мира. Нет, потому что я в приложении. Едем на работку. Это уже приближаемся к зоне отелей. Доброе утро. Что происходит? Это блог. Это блог. В общем, работаем мы в этом отеле. Не буду рекламировать. Не надо. Сейчас мы вам покажем. Приводи к ней лишнего. Сейчас мы вам покажем, как выглядит наша форма. Пока еще радостные лица. Вот такие метаморфозы. Больше всего меня, конечно, бесит вот эта вот кепка. Кепка, конечно, просто трэш. Ну ладно. Вот я работаю с таким фартуком. Вот. Бейджик. Я тут натанцована. Вот так будет кататься. Больше на некоторые следующие дня будет такой. Что происходит? Опа. У кадре. В кадре. Будешь сушить волосы. Это наши до работы. Это камеру ты снимаешь? Всем привет, это мой влог после работы. Это я еще не после работы, кстати, Маш. Это мы еще в процессе. Вот так вот я выгляжу. Да. Вот, смотрите, Эйлат разделен на 2 зоны. Вот там, вот, если вы заметите, вдалеке, рядом с морем, это зоны отелей. Это все зоны отелей. А вот здесь вот,
просто уже зона, где живут рабочие или просто люди, которые живут в Эйлате. Йоу. Плавное и резкое перемещение локаций. Снимать какие-то нюансы работы я, к сожалению, не имею права, поэтому я вам просто расскажу, как это обычно происходит, как это происходило, в общем-то, у меня. Вам нужно найти человека-посредника, каблан, назовем его так, который решит за вас уже всю вот эту вот вашу бюрократическую херню. И, значит, вы находите каблана, говорите ему, что у вас есть такой-то там опыт, и вы приезжаете в какую-то сеть из отелей. Преимущественно это, конечно, отели, работа в Эйлате, да. Есть тут и Исротель, и Дан, и так далее. Ну, это я перечислила 2 самые крупные сети. Вы говорите, на какую должность вы хотите, и приезжаете в какой-то конкретный день, устраиваетесь, вам дают комнату, и вы живете и работаете. Обычно это действительно работа 6 дней в неделю, 5 дней в неделю. Зависит от того, как вы на самом деле договоритесь. Вот. И ставка ваша зависит от того, на какой должности вы работаете. И, на мой взгляд, как я вот смотрю, здесь просто люди со всей страны, с разных уголков. Это разные национальности, разные языки, как я уже говорю. И довольно-таки интересно. Время действительно пролетает быстро, особенно если вы приезжаете на месяц, потому что это, знаете, смена локации, смена деятельности вашей какой-то повседневной. И Эйлат, сам такой город, довольно человый. Здесь все, знаете, на таких вайбах летних. Ну, когда лето круглый год, я не знаю, на самом деле, как люди так живут и работают. Вот, и если у вас есть какие-то еще нюансы по поводу работы, вам интересно, и вы зашли посмотреть это видео для того, чтобы узнать про тонкости работы в Эйлате, то напишите, оставьте комментарии, я могу более подробнее об этом поговорить. А это я вам решила заснять уже, как выглядит альтернатива в форме вариантов квартир, в которых можно жить. Вот это вот квартира с балконом. Кому повезет, тому повезет, достается балкон. Вот так вот выглядит жалюзи, которые можно закрыть. И проведу вам небольшой рум-тур. Вид у нас, кстати, в этот раз на горы, мы просто переехали. До этого у нас была квартира без балкона, и все это выходило на город. Вот там вот тоже можно видеть море и уже горы. Итак, это такое подобие кухни небольшой. Вся эта квартира выглядит как студия. Вы можете брать с собой вещи для готовки, посуду. Также есть прачечная внизу, я потом вам это все сниму. Есть 2 стола, кровать. И вот, как я уже снимала ранее, балкон. Так вот выглядит квартира. Телевизор есть. Там можно настраивать Wi-Fi от него и так далее. Там туалет. Ну, туалет показывать не буду. И вот это сама входная дверь. На часах где-то 6:15, и нужно успеть на автобус, потому что автобус будет 6:20 остановки, автобус, который предоставляют от работы. Вот так вот выглядит здание, видите, у каждого здания свой номер, все еще спят. Я в этом месяце устроилась с моими любимыми девчоночками на кухню. Сегодня уже очень сильно устала от работы. Вообще впечатление, конечно же, я хочу вернуться в Траклин, потому что я всегда работала в Траклине. А что это за место? Что такое Траклин вообще? Это VIP место, где приходят VIP гости. Только VIP гости. И все. Я их оформляла и обслуживала их. Вот. Что еще? Вот, а то, что я работаю поваром, мне это не нравится. Ничего, все проходит, и это пройдет. Как в целом вообще будете повторять опыт работы в отелях? Я приезжаю чисто из-за своих любимых друзей, и все. Если бы я бы их не было, придется обрезать. Это, кстати, я сделаю тизером. На работе еще веселее нам. Да, Альмог.